Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Яков Кетмин на связи прямо сейчас. Яков Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, будем обсуждать сегодня очень много интересных таких ярких событий. И, конечно, обострение на Ближнем Востоке. Естественно, сорванные переговоры кулуарные и новые подробности, да, вот того, что известно об этих кулуарных переговорах, которые были 3 недели назад, и которых никто не знал, пока Путин не рассказал с Абрамовичем, и вообще, куда идет война. Потому что она, чем дальше, тем больше зловещей кажется. Прямой эфир — это время, чтобы вы задавали вопросы. Это можно сделать стандартными путями. Клуб зрителей «Шелест» — камерное такое сообщество, да, которое там поддерживает автора и, собственно, там общается. Там можно задать вопрос абсолютно открыто. Также в сообществе YouTube анонс нашей встречи, и ваши вопросы там мы заблаговременно ждем. Ну и вживую, онлайн, но в самом финале это чат-трансляции. Пока в чате пишите, конечно, кто откуда смотрит, пишите, конечно, что думаете по поводу того или иного момента, который мы затронем в нашей беседе, но проголосуйте, пожалуйста, в вопросе. А вопрос такой, не праздный. Давайте вот подумаем вместе и с этого и начнем. Какая война Трампу выгоднее? Варианты ответов. В Украине, на Ближнем Востоке. Обе выгодны, но так вот по-разному. Каждая по-своему. Выполняет другие цели. Там одна там, другая там контроль, тут еще что-то, прицел на Китай, вот это все геополитика. Или ни одна, ни другая не выгодна. И поэтому он, собственно, сейчас так общается с Нетаньяху, по 2 раза ему звонит, прерывает наступление на Ливан, пытается договориться. В общем, то есть, как бы ничего не выгодно. А по Украине как бы он ушел, но, в общем, дух Анкориджа все-таки остался, где-то его чует Кремль и на него ссылается. Яков Иосифович, если вот проводить параллели между двумя обострениями, однозначно обострение в Украине, однозначно обострение на Ближнем Востоке, так а что выгоднее Трампу или ничего не выгодно? Это совершенно два разных понятия. В отношении Трампа и конфликта между Россией и Украиной. В отличие от его предшественников и предшественниц. Трамп сказал, конфликт между Россией и Украиной – это не наша проблема. То есть он не участвует в этом конфликте. Вопрос остается, что ему выгоднее, это он справедливый. Но одно дело, что выгодно как участнику конфликта, а другое, что выгодно со стороны и насколько те или иные результаты ему будут выгодны. Так в отношении российско-украинского конфликта Украина не входит в круг национальных интересов Соединенных Штатов. И никогда не входила. То есть, если она входила, и если ее притянули за уши еще при Обаме, то это против России, а не Украина как сама по себе. И Трамп тоже смотрит на этот конфликт с точки зрения его отношений с Европой, с точки зрения его отношений, его положения в мире, с точки зрения его отношений с Россией. Что он не хочет? Чтобы конфликт между Россией и Украиной втянул Соединенные Штаты в войну и поставил ее на грань военного столкновения с Россией. Это для него неприемлемо. Если сегодня, поскольку он не рассматривает Украину как субъект, а как объект, для него отношение к Украине – это часть его отношения к Европе. И поэтому его отношение к Европе как-то отражается на его отношение к Украине. Другое дело, его отношение к Европе, оно состоит из его отношения к разным странам Европы. У Трампа не одинаковое отношение к Германии и к Польше, к Франции и Великобритании, к Чехии или Португалии. У него совершенно разные отношения. Поэтому он пытается выстраивать отношения с Европой на более или менее
выгодные Соединенным Штатам отношения с разными странами Европы. И в это уравнение победа Украины никак не вписывается. Она им очень дает. Победит Украина, не победит. Выстоит, не выстоит. Ну, может быть, на отношения с Польшей это является, потому что это влияет на Польшу. А с Португалией нет. А с Францией тоже нет. Где Франция, а где Украина? А с Великобританией только как сказать, по-ленински, великодержавным имперским атовизмом британской власти. То есть они еще думают, что они империя. И этот конфликт ему мешает. Это основное, что можно сказать. Почему он ему мешает? На чем основывается мировая стратегия Соединенных Штатов? На том, что у Соединенных Штатов есть огромное преимущество перед всеми странами с точки зрения экономики. Поэтому чем больше идет экономическое соревнование, тем у Соединенных Штатов больше преимущества. Поэтому он хочет ввести все отношения с Европой, с Россией, с Китаем. С Китаем, правда, и другая составляющая есть. В область экономическо-торговых отношений. Война им мешает. Война мешает экономическо-торговым отношениям. Война мешает Соединенным Штатам спроецировать свою экономическую мощь на Европу, на любые страны. Поэтому война в Европе – это война в Европе, в которую затянуты европейские страны и Россия, самая большая и самая сильная страна в Европе, они ему мешают. Он хочет отношения торговые с Европой, он хочет отношения торговые с Россией. В отношении России Трамп, на мой взгляд, придерживается такой позиции. Что исключается в отношениях России военный конфликт? Потому что с военной точки зрения, даже если не принимать стратегическое превосходство России над Соединенными Штатами, урон, который могут получить Соединенные Штаты в результате военного конфликта с Россией, может быть смертельным для этого государства и по сравнению с другими государствами. Поэтому он не хочет этого риска. А зачем? С другой стороны, зачем ему воевать с Россией? Почему Европа тогда хочет? Почему Украина хочет? Я сначала закончу Соединенные Штаты. А какой смысл ему воевать с Россией? Вообще, все войны обычно ведутся, ну, кроме оборонительных, для того, чтобы поставить под влияние рынок государства и его природные ресурсы. Россия раздвинула двери, я не хочу пользоваться другой фразой. Берите, что хотите. Осваивайте, что хотите. Продавайте, что хотите. Покупайте, что хотите. Так зачем воевать с ней? Ведь это не страх, частично психологический, перед коммунистической опасностью со стороны России. И поэтому и Трамп, и его соратники, если пользоваться этим определением, говорят, а мы не видим в России угрозу Соединенных Штатов. Так зачем воевать с ней? Лучше торговать. И поэтому этот конфликт, он смотрит в ракурсе, насколько его можно успокоить и насколько он не помешает экономической экспансии Соединенных Штатов и в Европу, и в Россию, и в другие страны. Поэтому ему невыгодна эта война. То, что на этой войне наживаются американские военные компании, они наживались и раньше. И до этого конфликта 80% вооружений Европы они покупали у Соединенных Штатов. Только тогда им давали скидку, сейчас не будет. Так
даже эту небольшую выгоду он всегда скомпенсирует в другом. Это все равно, что говорить, что этому война ему выгодна, потому что он на ней что-то подрабатывает. Но это мне напоминает еврейский анекдот. В одном местечке сказали еврею портному: а ты знаешь, а в России новый царь в Санкт-Петербурге. Он говорит: да, да. Значит, если бы я был царем, я бы жил лучше, чем царь. Как? А я бы еще немножко шил. Так вот эти, которые говорят, что Трамп зарабатывает на войне с Украиной, они его уподобляют этому еврейскому партнеру. А зачем? Царь не должен подрабатывать. Ну, Или это подождите, ну может давайте сравнить? так, ну давайте откровенно. Ну, он как не должен? Он подрабатывает на этих, Да, на но это рынках. я как раз к этому подхожу. Это ему выгодно. Но это то же самое, что на этом сравнении сказать. России выгодна война Соединенных Штатов с Ираном. Почему? Она подняла цены на нефть, и Россия немножко на этом заработала. То же самое. То, что Соединенные Штаты пользуются конъюнктурой из-за этой войны, да. Но не это их цель. То, что Россия пользуется, и вообще Россия это однозначно, конъюнктурой на нефтяном рынке из-за войны с Ираном, это однозначно. Но Россия не заинтересована в этой войне. Там стоит на кону, на карту гораздо больше, более важные вещи. И экономические, и политические. Так что если смотреть, Трамп хочет окончания войны с Россией. Украины с Россией. Это в наибольшей степени отвечает его национальным интересам. Почему он ничего Ну, не делает? о, а зачем? А зачем? Ну, раз Потому что хочется. если ему делать больше, он станет частью этого конфликта. Он не хочет. И худший вариант. Россия и Украина будут воевать дальше. А чем ему это мешает? Отношениям его с Россией это не помешает. Россия готова вон, посмотреть, как Дмитриев, что он говорит, так не важно. Так чего ему совать здоровую голову в эту грязь? Он от этого ничего не выиграет. Если уладятся, уладятся. Если нет, как он сказал, а я ухожу, и пусть эти мальчики играют сами в песочнице. Меня это не касается. Я умываю руки. Хотя он не Понтий Пилат. Ну, таково отношение Соединенных Штатов к этому конфликту. Оно отличается сегодня от того отношения, которое было у его предыдущих президентов, начиная с Клинтона и Обамы. Буш были разные периоды, и папа Буш это одно, а сын Буш, он подтверждает только поговорку, что природа на детях отдыхает. В отношении конфликта у нас Соединенные Штаты – часть этого конфликта. Основная часть этого конфликта. Соединенные Штаты – это их национальный интерес лишить Иран возможности создавать ядерное оружие. Не для нас. То есть у нас это тоже национальный интерес, но Соединенных Штатов независимо от нас. Ядерное оружие в руках Ирана – это в течение 10 лет еще минимум 10 стран в мире с ядерным оружием. А это уже опасно. А это уже опасно. Достаточно, что Соединенные Штаты прозевали, прошляпили ядерное оружие в Северной Корее. Но Северная Корея не угрожает. Ее никто, это проблема Японии, это проблема Южной Кореи, но в мировом масштабе это не играет значения. Она не угрожает Соединенным Штатам своим ядерным оружием. А вот Иран, да, как пример
как вывод из равновесия Ближнего Востока, Кавказа и всего мира. Я только, когда я служил в разведотделе командования танковых войск в Израиле до начала войны 1973 года, я помню один из годовых отчетов. Там было написано: Алжир интересуется проектом ядерного оружия. Алжир. Кто-нибудь понимает, что значит ядерное оружие в Алжире? Что это значит для Франции? Что это значит для Северной Африки? И тогда ядерное оружие должно быть у кого? У Египта. А ядерное оружие в Иране – это должно быть ядерное оружие в Турции, в Саудовской Аравии, у стран залива. А если это так, мусульманские страны, не только один Пакистан с ядерным оружием, тогда и Индонезия, самая большая мусульманская страна. Вообще кто-то понимает, что это значит? И какие там приходят к власти люди и когда? И что они будут делать, когда у них будет ядерное оружие? Ведь очень часто правители, особенно неуравновешенные в мире, в развивающихся странах, а с детства, как мы развивали неразвивающие страны, недоразвитые страны. То же самое определение. Это катастрофа для мира. Кто знает, что им в голову придет. Я помню Иди Амина, я видел его. Кто-нибудь может представить, что вот это животное, у него будет ядерное оружие? А если бы у Мадуро было ядерное оружие? Ну, С смотрите, большим трудом удалось тут же не убить. только речь о ядерном оружии. Ну, Яков Это, Иосифович, это, ну это давайте. в первую очередь это ядерное оружие. Второе, а Соединенным Штатам не мешает клерикальная власть в Иране. А им плевать на это. Потому что все эти сказки про права человека и демократию – это для лохов. Из-за этого никто никуда не лезет. Но это можно. Борьба с коррупцией – это тоже для лохов. Ведь они сбросили, американцы с англичанами в 1953 году, законно демократически избранного премьер-министра Ирана спровоцировать демонстрации о якобы коррупции. А почему? А он хотел национализировать британские компании, которые там набирают нефть. Вот и все. Просто, примитивно, цинично. Поэтому ему плевать, какая власть в Иране. Его лучший друг пустил на мясной фарш своего противника. Ему это мешает? Нет. Он за хорошие отношения с Саудовской Аравией. Сколько голов отрубают в Саудовской Аравии за год? Вы знаете? Более 200. А сколько рук за воровство? В разы больше. Кому это мешает? Только тем, кому провели, у кого отделили голову от туловища, и, может быть, некоторого родственника. Вне Саудовской Аравии это никому не мешает. Когда в Иране вешают наркоторговца, поднимается шум. Какая разница? Какая разница? Никакой. Но там другие политические интересы. И поэтому Почему Израиль мешает Трампу договориться с Ираном? Трампу пора договариваться через 3 мы дня. сейчас говорили о Соединенных Штатах, я сейчас перейду к Израилю. Почему вот Трампу сейчас кровь из носу надо, чтобы было благополучие, хотя бы какое-то затишье, у него футбол? Нет, Трамп считает, насколько это справедливо и верно, мы увидим. Еще неделя, 2-3. Что вот-вот будет заключено мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном.
Остались какие-то проценты, технические детали. Возможно, он прав. Я не знаю, что есть на столе переговоров. Трамп считает, что в результате этих переговоров проблема, возможно, в будущем выхода Ирана в производство ядерного оружия решается. Посмотрим, увидим, что там написано. Но Трампу нужно влияние в Иране в рамках глобальной политики Соединенных Штатов. Одно из основных направлений, я уже говорил, глобальной политики Соединенных Штатов стать страной с самым большим рынком энергоносителей, производителем энергоносителей. И она к этому подошла. Венесуэла – это был последний рывок. Если Иран начнет быть под американским влиянием в рамках продажи энергоносителей, Ирану, Соединенным Штатам это возможно. С чего начался конфликт между Ираном и Соединенными Штатами? Я оставлю в стороне политику Ирана и то, что они делали, и захват посольства, и заложники. По большому счету. Соединенные Штаты имели большой контроль над Саудовской Аравией, над арабской нефтью. Они не могли контролировать иранскую нефть после того, как вместо Шаха пришла другая власть. А Иран был серьезным поставщиком нефти в Китай. И у Соединенных Штатов не была возможность перерезать эту возможность. Они не могли. Для этого и из-за этого и начался конфликт между Соединенными Штатами и Китаем и Ираном. Сегодня острота этого конфликта в разы меньше. Почему? Россия и Китай разумно договорились, что сегодня Россия может поставлять нефть и газ в Китай, и эти пути не контролируются Соединенными Штатами. Все другие пути контролируются. Малакский пролив Соединенные Штаты могут заблокировать завтра, и все. То есть ситуация сегодня изменилась. И те причины, которые были тогда, они не так актуальны. Поэтому Трампу нужен мир на Ближнем Востоке. Ему не нужен конфликт. Это позволит развить ему экономические отношения и с Ираном тоже. Ведь когда он говорит, мы готовы вложить в Иран 100 миллиардов, 300 миллиардов в той или иной форме, это американские деньги. Он хочет их вложить, чтобы на них заработать. Но по своей психологии, по своей оценке, как все думают на Западе, начнем торговать, а там власть изменится. И поэтому все эти утверждения и в нашей разведке, и в американской, если будет мирное соглашение, этот режим падет в течение 2, 3, 4 лет. Развратится от денег. На это они надеются. Это безболезненно, и это выгодно. И когда они смотрят на страну с севера от Ирана, они говорят, вот посмотрите. Посмотрите, что с ними стало. У них тоже была идеология. У них тоже одно время был исключительно сильный руководитель. И все. Развратились. Или, как говорили в моем детстве, скурвились. Слово «курва». И на это надеются Соединенные Штаты. А почему нет? Если Европа надеется, что война Украины с Россией приведет к смене режима в России, потому что Россия не выдержит экономически, Трамп смотрит на Иран совершенно по-другому. Мои деньги сделают то, что надо. Такая его политика сегодня во всем мире. Деньги говорят. Почему? А он другого языка не понимает. Он только
этими понятиями может оперировать. И поэтому военные дела его интересуют постольку, поскольку они могут способствовать выгодным или более выгодным торговым отношениям. А если нет, нет. Других национальных интересов у Соединенных Штатов нет. Они обязаны, чтобы сохраниться, сохранить свое первенство в экономике. И это они пытаются сделать двумя способами. Создать экономику более сильную, чем у Китая, и не дать Китаю обойти их. Это один путь. И параллельно с этим, насколько можно, не обостряя ситуацию, тормозить китайскую экономику. Просто, примитивно, но эффективно. И вот эта стратегия Трампа. Он небольшой философ. Он практичный, деловой человек, который торгует, который торговал. И у него такой подход. У него нет никакой идеологии. Абсолютно. В отличие от некоторых других. Например, Си Цзиньпин. Или руководителя Вьетнама. Ну, у них есть коммунистическая идеология. А у него нет никакой идеологии. И поэтому он надеется завтра приобрести Кубу. Почему? Кастро умер. Рауль не считается. А внука Кастро можно купить. И он то, что он пытается сделать. Это древнее правило, которое я уже цитировал. Царь Филипп, царь Македонии, отец Александра, сказал: я не знаю ни одной крепости, которая бы устояла перед ослом, нагруженным золотом, который идет к его роду. И он был прав. Ну, с Украиной другие дела. Осел, нагруженный золотом, известный переговорщик Путина. Причем так тоже интересно это все выглядит. Абрамович был в Киеве. Об этом Путин сам сказал, но не сказал, что это Абрамович, и российская сторона это не говорила. Это потом выяснили. Нет, ну никто же не догадается, кто это может Нет, ну быть. подождите. Ну, то есть технически, чисто технически, Путин не выдавал Абрамовича. Но это как бы технически сделал Зеленский. И еще и сказал, что вот смотрите, они там хотели чего-то сказать, нам тайна, ну пускай будет тайна, а потом сами выдали свои тайны. И нам это все продемонстрировали. Я вот до сих пор не могу понять, зачем. Ну вот, смотрите, был некий контакт. Это не официальный контакт. Это, скажем так, без участия вообще каких-то третьих стран. То ли США, то ли Европы. Это был двухсторонний контакт. Он провалился. А потом мы видим письмо Зеленского, который говорит: давай выходить на переговоры, ты и я. Хватит. Ну, сколько можно ждать Трампа, пока он там в мире наделает своих экономических дел и всего прочего. Давай, ты и я поговорим. И это все сгорело в пучине хамства, которое, конечно, все считают очень удачной политикой. Ну, вы слышите тоже комментаторов, какой Зеленский молодец, все только говорят об его письме. Но все говорят об его письме как моменте, когда тайную дипломатию смыли в унитаз, и, в общем-то, дальше открывается горизонт очень простых, понятных, но тяжелых решений. Слова Путина «работайте, братья» нам об этом говорят. Будет война, и война будет как бы набирать обороты, хотя, казалось бы, 3 недели назад можно было через какие-то контакты спустить ее на тормоза. Мы с вами беседовали, и немножко становится понятнее. Помните вот эта риторика Путина о том, что война заканчивается, о том, что давайте вот. И, ну, то есть даже сейчас проблемы с сухопутным коридором в Крым, которые сейчас трубят из каждого утюга о том, что бензина нет, логистика перебивается, ровно потому, что ну, к этому не особо готовились. Ну, то есть все готовились к какому-нибудь договорняку. А сейчас в этот момент договорняк ушел. Зеленский едет в Лондон, и там подписывают 5 условий, среди которых, о чудо,
прекращение огня, там все дела, денег Россия не получит до конца всего, те, которые заморожены. Но там контингенты всплыли, и это официально, они вот встречаются, вот это, и Макрон, Мерц, Стармер, и вот это вот говорят. Опять-таки получается, в пику всем любым условиям и договоренностям. Куда все идет, Яков Иосифович? В Украине, ну, в моменте войны Украины и России? Ну, я Абрамовича знаю, я с ним встречался. Я его помню, когда это была молодая шестерка у Березовского, который обслуживал денщик, ну и другие дела. В отношении вашего определения к нему, первую часть я согласен. Насчет нагруженного золотом не уверен. Но Путин мог по-другому сказать об этих контактах. Так как он сказал, это ясно сказать, а вот мой олигарх. Это говорит о том, что в России еще не отказались от политики, которая выбила им все зубы и которая привела их к огромным катастрофам, работать с олигархами. И поэтому дипломатия олигархов – это еще часть российской дипломатии. Может быть, они смотрят, не понимая разницы. Витков, он тоже не дипломат. И Кушнер не дипломат. Но, как у вас в Одессе говорили, это две большие разницы. Американский сегодняшний олигарх и бывший советский российский олигарх. Это огромная разница во всех отношениях. И в культурном, и в интеллектуальном, и с точки зрения ценности, честности. Но если Россия считает, что Абрамович может решить им эту проблему, все они посчитают, сколько раз они надеялись на Абрамовича. А сколько крови они заплатили за Мариуполь? Они забыли, кто им обещал Мариуполь даром? А кто им обещал легкую прогулку в феврале 22 года? Российские и украинские олигархи. Можно, конечно, сказать, украинские олигархи кинули российских. Мне эта возня между этим дерьмом меня абсолютно не интересует. Если Россия не нашла ничего лучшего, как пользоваться им, ее право, пожалуйста. Я в олигархов не верю. Так а в кого вы верите? Я их слишком хорошо знаю. Нет, ну подождите, а в кого вы верите, Яков Иосифович? Ну вот в такой ситуации, когда Трамп умыл руки и там погруз на Ближнем Востоке со своих там этих проблемах, микрофоны давит тапком, потому что журналистка задает неудобный вопрос. Дух Анкориджа сдулся. Европа, видите, как себя ведет. Деньги, дроны доставляют очень серьезных, скажем так, проблем на юге. Нужно, ну а через кого? Через МИД идти договариваться? Если Россия настолько слаба, что кроме олигархов у нее ничего не осталось, тогда все бесполезно. А если у России кроме олигархов есть еще возможности, так их она не должна использовать. Не дипломатию олигархов. Этим она ничего не добьется. Или добьется того позора, который она добилась до сих пор. Увеличиваем. А Трамп, он уверен, что еще неделя-две, и конфликт с Ираном закончится. Тогда он... Не, он уверен в этом. Сколько недель назад он тоже был уверен в этом? Он уверен в этом. И поскольку он уверен в этом, он ведет такую политику. Меня служба учила.
Неважно, насколько прав твой противник, если он верит в какие-то вещи. Но это база для его решений. Он может ошибаться. Но это база для политики Соединенных Штатов. И политика Соединенных Штатов, чтобы ее сегодня определить на будущее, закончив с Ираном и там немного усмирить в Ливане и в Газе, вернуться к стратегическим проблемам Соединенных Штатов. Ни Ливан, ни сектор Газа не являются стратегической проблемой Соединенных Штатов, только Иран. А дальше он вернется к другим проблемам. И вернется и в Европу, и вернется к экономике. Какая встреча, которую готовит Трамп на самое ближайшее будущее? Встреча с внуком Ким Ир Сена. То есть у него совершенно другой взгляд на мир. Правильный, неправильный, неважно. Он президент Соединенных Штатов. И он имеет право делать такую политику. Так как президент России. Он может ошибаться. У него могут быть иллюзии. У него будут повторные иллюзии. Но он президент России, поэтому действует, исходя из своего понимания. Так а что Как и это за Трамп. понимание? Подождите. Ну вот, что за понимание сегодняшнего этапа войны в Кремле, и что нам продемонстрировал Зеленский? Ну, что продемонстрировал Зеленский, это на уровне его выступлений на эстраде. Продемонстрировал хамство, пошлость. Никакой государственной мысли. Вот это письмо. Я не знаю, когда составляешь документ, я не говорю, когда читаешь, но я составлял документ. К чему я хочу привести? Что я хочу сказать в конце? Чего я хочу достигнуть? Он же не дал ни одной возможности начать с ним переговоры, потому что он повторил все, что он повторял раньше, только на хамском языке. Так какой смысл в этом? Только реклама и самореклама. Шут выступает на сцене. 3-е отделение, 4-е отделение, 5-е отделение. Но он больше ничего не может сделать. Он не в состоянии, я не знаю, интеллектуально или нет, меня его интеллект не интересует, сформировать другие предложения для того, чтобы сдвинуть переговоры с Россией с мертвой точки. И Трамп не может этого сделать. Вот что сказал недавно, по-моему, это был Рубио. Он говорит, в Анкоридже мы договорились с Россией. И мы исходили из того, когда вели переговоры. Тогда российская армия продвигалась со скоростью 20 квадратных километров в месяц. А сейчас в разы меньше. То есть о чем это говорит? Соединенные Штаты исходили из того, что на поле боя успехи России могут привести к тому, что положение Украины будет еще хуже. И этим они оперировали, когда они говорили с Украиной, договоритесь сейчас, потому что потом будет хуже. А стало лучше? Хуже не стало. Нет, а лучше стало. Из каждого утюга сейчас нам... Это не то, что не стало хуже, это уже лучше. Да? Но мы живем в таком мире. Как в хреновом мире живем, Яков Иосифович. Ну, в смысле, не стало хуже, уже лучше. Ну, хорошо, ну так поменяйте другой народ, поменяйте. Это такой мир, такое человечество. Так народ поменяли. Как говорил Сталин, что он сказал Фадееву? У меня для вас других писателей нет. У меня для вас других политиков нет. Вот это то, чем богат мир сегодня на политическом уровне. Это то, что есть, все. В общем, то, что Анкоридж не работает. Подождите. Соединенные Штаты, это то, что дает Россия, это что дает Иран, то, что дает Израиль. Это то, что есть.
Анкоридж не работает, потому что российская армия быстро не продвигается. Нет, нет. Анкоридж не работает, потому что Соединенные Штаты сегодня заняты другими делами. И чисто примитивно. Как выгодно вести переговоры Трампу с Путиным? Победив Иран или не победив? Когда у него в активе Иран, его переговоры и с Китаем, и с Россией, и с любыми странами намного лучше. Потом говорит, я вернусь к переговору. Но когда я буду сильнее, тогда мои карты в переговорах будут больше, будут лучше. Логика простая. Он же никуда не торопится. Как? А до выборов торопятся. Все говорят, до выборов. Вот выборы прям, Конгресс. Во-первых, он надеется, что к выборам у него будет победа над Ираном. И все. Опять-таки я говорю, все идет не из того, что мы думаем, не из того, что кто-то, а все из того, что он думает. Так он уверен. Поэтому выборами его не пугают. И чемпионатом мира по футболу его тоже никто не пугает. Он считает, я выигрываю. Когда он говорит «я побеждаю», это не всегда он блефует. Очень часто он искренне в это верит. Даже если он ошибается. Поэтому Анкоридж относится к одному из этапов перестройки стратегических отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые являются важнейшим фактором в перестройке Соединенных Штатов и их отношений стратегических с Китаем, с Россией, с Индией и с новым исламским миром. Так он считает. Отложив под себя всю Латинскую Америку. Ну, вроде бы ничего. А что сейчас будет в провинции Альберта в Канаде? Провинция Альберта – это 80% канадской нефти. Это 25% канадской экономики. Это порядка 15 миллионов человек. Сейчас будет плебисцит. Будет ли Альберта независимой от Канады? Если она будет независимой, у меня историческая память. Техас тоже объявил независимость от Мексики. А потом, совершенно случайно, Канада без Альберты – это уже не та Канада. А Трамп об этом ничего не знает. Не, он об этом не думает. У него другие планы. У него голова работает совершенно в другом направлении. Поэтому Анкоридж – это этап, это один шаг был в направлении пересмотра, переформирования отношений с Россией. И что он хочет? Он хочет природные богатства России, особенно на севере. Россия тоже хочет, чтобы ей помогли их разрабатывать. Так в чем проблема? В санкциях в Украине проблема, в войне в Украине. Украина этому не мешает. Украина этому не мешает. Это Россия решит эту проблему. Ведь что сказал Путин? Он сказал, работайте, братья.
Ну, в каком контексте он сказал? Кто сказал это? Кого он повторил? Кого он повторил? И когда эти слова были сказаны? Эти слова были сказаны российским солдатам перед смертью чеченским бандитам. И он сказал, работайте, мной. А второе, что сказал Путин, и на это не обратили внимания. А это, ну, работайте, братья, это для своего населения. А вот то, что он второе сказал, это серьезно. Он сказал, а вы ошибаетесь. Мы орешник еще не применяли. Это были производственные испытания. Мы смотрели, как система работает. Если я перевожу на язык, он говорит, мы отрабатывали эту систему, а вот потом мы ее будем применять. Потому что если еще не применяли, если понимать русский язык, значит, есть возможность, что еще отпадет и будут применять. Это только временной фактор. То есть сегодня в России из-за сложившейся ситуации берут направление на военное решение проблем. Что значит военное решение проблемы в глазах России? Военными успехами привести Украину за стол переговоров. Убедив в первую очередь Европу, что все их действия бесполезны. Не получается. То, что до сих пор не получалось, это ясно. Но я не говорю о том, что получается и не получается. Война сколько времени идет. Я говорю о том, каково направление российской политики сегодня после слов Путина и после письма Зеленского. Письмо Зеленского ни на миллиметр не продвинуло интересы Украины и не повлияло на положение на фронте или на политическое противостояние между Украиной и Россией. А слова Путина выражают совершенно другое. И одна надежда у всех на Западе, у Зеленского, что России это не удастся. А если удастся? А если удастся частично? То есть очень многие политики, и чем они мельче, чем они менее удобные, они всегда представляют ситуацию, как им хочется. Или как вот очень многие авантюристы, идя на какую-то сделку или авантюру, они все время считают, вот как они будут, когда они проведут эту сделку. Без того, чтобы больше думать о том, а где там проблема, где я могу сломать ногу? А что будет, если я не выиграю? А что я ставлю на карту? И как бывает это со всеми этими азартными, неумными людьми, они только повышают ставки. И еще, не желая остановиться и подумать, хорошо, а к чему это приведет? А что будет, если мои планы не удастся? Эту ошибку сделала Россия, эту ошибку делает Украина. Но Россия намного сильнее, чем Украина, чтобы перебороть свои ошибки и найти другой выход, как она считает более выгодный или более успешный. У Украины такой возможности нет. Украине не на что напираться сегодня. Вот Зеленский сказал, что какую армию он хочет к 30-му году и какую военную промышленность. А откуда деньги будут? А откуда, самое страшное, откуда люди будут?
Да людей, как Где? вы... Где? Подождите, людей, как выясняется, еще пруд пруди. Вот сегодня попалась новость. Он говорит про 30-й год. Это значит еще 5 лет войны. Попалась новость о том, что как бы, ну, есть мужчины, которые учатся после 25 лет. Ну, на дневном. 230 тысяч так-то, на секундочку, отправили. Ну, выгнали, понимаете? У вас есть еще один выход. Простой. Очень простой. Это запасной выход Зеленского. Что это сделает для страны, это другой вопрос. У нас с 18 лет все воюют. У меня уже второй внук воюет. Один уже отвоевался. 18 лет идет в армию. Я уже говорю про девушек. 25% боевых солдат в боевых соединениях девушки. Туда берут только, если они идут добровольно. Если она туда не идет добровольно, нет, ее никто не погонит. Потому что чтобы пройти конкурс туда и курсы, надо иметь действительно большое желание. У Украины этот резерв еще не используется. Ну, Украина это не Израиль все-таки, несмотря на... Не, я понимаю, но вот такая страна, как Германия. Вдруг министр обороны Германии говорит, а нам надо ввести воинскую повинность. То есть они ее отменили, а теперь они ее хотят ввести. То есть то, что Украина это не делала вчера, такой же резерв, как студенты старше 25 лет, такой же резерв, это молодежь 18 лет. Из парня 18 лет солдата сделать легче, чем из мужчины 30 лет. Легче дать ему индоктринацию, легче его обучить. Он здоровее, у него лучше реакции, он лучше обучаемый. Почему Украина не может провести, сделать то, что у нас? Не 3 года, а 2 года срочной службы. Полгода подготовки, есть солдат. Более сложные войска до года. И все. Лучше, чем сегодня солдаты будут, это точно. В чем проблема? Что тогда будет предпринимать Россия? Я не знаю. Ну, вы же Это видите, чтобы я понимаете, предпринял. вы так говорите, Не, я вот, знаю, чтобы я давайте, предпринял. Но Россия давайте, я не знаю. 18 лет, давайте женщины, давайте всех. И так уже там ветер гуляет, села пустые отдельные. Люди бегут, люди видят, что не хотят этой войны, не хотят ее. Они, конечно, приходят и говорят на камеру, говорят в соцопросах, мы потужные, мы за там против там отдавать территории. Но воевать, ну, как бы желание не рвется никто вперед, понимаете? Рвутся какие-то или, ну, А, повернутые, или обездоленные. Я знаю, я слышу это все. Но я смотрю более глубоко. Украинская армия воюет. Вот эти самые, которых набрали и силой погнали, они воюют? Воюют. Они сдаются в плен? Нет. Да, тут и там бывает, когда положение безнадежное. Они воюют. Несмотря на все, что они говорят на камеру до этого, и говорят, я не хочу, все. Но они воюют. И неплохо воюют. Так что все эти разговоры, они только для лохов. Ребята идут в армию, надевают форму, и через 3 месяца они солдаты, и они воюют, потому что они солдаты. И уже не важно, как он пошел в армию. И не важно, как его забрили. И не важно, что его мордовали по дороге. Он солдат, он воюет. И кто не служил в армии, кто не понимает психологию военных, он тогда впечатляется этим телевидением. Да? И это самый лучший фактор.
Не то, как мордуют какого-то парня, когда его берут в армию, или какого-то мужчину, а как он себя ведет с оружием на линии фронта. Он воюет. Как его обучили, достойно, нормально. Небольшой, так сказать, герой, потому что его этому не учили, но хороший солдат. Он не бежит с фронта. Ну, некоторые Он не бегут. сидит, обняв голову и молится. Ну, Он хорошо. воюет. К чему вы, ну, тогда подводите? Что война может продолжаться еще долго, Да? Путин дает отмашку на, ну, работайте, братья, то есть давайте продолжать еще долго. Ну так хорошо. А каким образом тогда Россия будет переламывать ход событий? Я поражаюсь в последнее время. Мне вот надо, чтобы вы, вот как вы с солдатами разъяснили, что какая разница, заберут, побьют, ничего страшного, но присягу как бы даст и все, оденет форму и пойдет служить, никуда не денется. Окей. А как тогда быть с вот этим всем потоком, что вот тоже фактически победили? ВСУ фактически Украина победила. Уже Крым отрезан, уже там, видите, топлива нет, уже, видите, собственно, там с Кинбургской косы отступают соединения. Вот уже сейчас там никто не хочет ездить, потому что логистика перебита. Все сразу стали топографами, все говорят, смотрите, логистика, все. Дальше одни политики говорят, будет бунт в Крыму, потому что Россия не может их, ну, типа, защитить. Другие говорят, что да нет, бунта не будет, но положение бедственное. И сейчас вообще Зеленский начнет операцию в Крым. То есть все уже фактически, видите как, вот она, перемога. И все как-то так, знаете, как бы вот хор, как Мендель говорила, 1000 голов Геббельса. А, вот если послушать и почитать газеты нацистской Германии декабря 44 года, января 45 года, вот там такие же бредни были. Все, мы уже побеждаем. Уже все. Можно заниматься самообманом сколько хотите. Пожалуйста. Можно обманывать себя, и все будут рады. Это самое последнее, что надо делать. Протрезвление будет очень и очень серьезно. Опять-таки, на ваш вопрос, что сделает Россия, я не знаю. Я не знаю всех возможностей России. Ни в военной, ни в экономической, ни в технологической области. Я не знаю все данные, которые лежат на столе у президента России. Я, насколько я знаком и с Россией, и с ее армией, и с российской наукой и технологией, есть много что можно делать. Больше тем делают сейчас и лучше. Но лучшему никогда нет предела. И людской, технологический, экономический, военный потенциал России в разы больше, чем Украины. Сегодняшняя Украина тем более. Сегодняшняя Украина без Запада не просуществует и недели. Просто есть нечего будет. Если принять во внимание, что все равно воруют, тогда это проблема. Но что сделает Россия, я не знаю. Я могу попытаться оценить, какие проблемы в российской армии, какие проблемы с мобилизацией, какие проблемы, все что угодно. Но Россия до сих пор не использует своих срочников на войне. Россия не увеличила срок службы, срочной службы. А мы, когда надо, увеличили. Снизили до 2,5, а сейчас подняли до 3. Родина в опасности. Что делать?
Когда припрет, и это будет. Так припирает или нет? Если пока не поменяли это, не сделали, значит, еще недостаточно приперло. Значит, надеются на другие альтернативы. Значит, используют другие альтернативы. Значит, закончив испытание орешника, это может решить проблему использования срочников. Я не знаю. Но у России больше возможностей решать проблемы. Она просто сильнее. Она сильнее и богаче. Тут нечего делать. Она намного более развита технологически. Как страна. Потому что Украина трудно предъявить претензии к технологическому развитию Украины. Она была на одном из самых высоких мест в Советском Союзе. Нет проблем. Украинские солдаты и русские солдаты войну воюют одинаково. И те, и другие. Смотрите на Сырского. Он воюет. Он воюет за Украину. Можно говорить, он воюет хуже или лучше, но нельзя его обвинить в том, что он что-то делает против Украины или делает с Пустяркова. Так что с пренебрежением я не смотрю на украинский народ в этом отношении. Или на население Украины. Ни в коем мере. Это самообман. Вопрос только, Но это война и будут погибать. смотрите, вопрос только заключается в главном. А, Ну, значит, давайте тогда, раз так, то украинцев, значит, устраивает Зеленский. Украинцев устраивает положение Украины, куда Зеленский и его команда завели. Украинцев, значит, ну, все нормально, воюем дальше. Я не думаю, это не вопрос, это неверный вопрос, устраивает он Зеленский или нет. Просто реально сегодня на Украине неким его заменить при нынешней системе власти и поддержки Европы. Вот и все. Потому что, как говорили древние, все в зависимости от альтернативы. А какая альтернатива есть у украинского народа? Или у народа Украины, более правильно определить? Он не видит другой альтернативы. Он не видит сегодня в своем большинстве, которое в политическом большинстве, скажем так, потому что в политике немногие участвуют, альтернативы нынешней политики. И он не может это увидеть. Почему? Потому что все, кто задействованы в этой политике, они знают, что перемена политики – это их политическая сфера. Вот я дам такой пример. В 1944 году группа немецких офицеров, полковник Штауфенберг, совершили покушение на Гитлера. Почему они это сделали? Почему они это сделали? По двум причинам. Они видели, что Гитлер ведет страну к катастрофе, но не поэтому они сделали. У них была альтернатива западные страны, и на это они надеялись. Кроме всего прочего, это были кадровые хорошие офицеры и генералы. Один из них, который потом вынужден был покончить с собой, это был Роммель. Серьезный человек. Но в Украине такого нет. Украина в другой ситуации. И поэтому внутри, даже внутри, нет никакой тени, чтобы внутри такой власти порочной, такой прогнившей, появилось какое-то свежее лицо, которое посчитало, что интересы страны выше
и давай я найду единомышленников. Первая его попытка найти единомышленников закончится предательством. Ну, такова культура политическая. Что делать? Поэтому при отсутствии альтернативы, объективной, ситуационной, личной, Зеленский может сидеть, сколько его будут держать. Кто? М? Кто держать? А кто его держит? Европа его держит. А Европа Вот сколько давление продержится? Европы. Европа его привела, Европа его поставила, Европа его поддерживает. И поэтому Европа будет его держать дальше, потому что у Европы тоже нет альтернативы. А кто знает, если завтра какой-нибудь Папундапула, а он будет думать больше об Украине, а не выполнять указания европейцев. Гарантии есть? Нет. Когда человек больше заботится о национальных интересах, это плохо для единой Европы. Кто самый лучший пример этому? Которого Европа боялась и ненавидела? Генерал де Голль. Взял и вывел свою страну из НАТО. Говорит, Великая Франция не нуждается в этом. То есть дать выбрать или дать возможность, чтобы вышел национальный лидер, который будет заботиться об интересах государства с точки зрения государственных интересов, а не личных, корпоративных или тех, кто его привел к власти. Вот такая ситуация. Это почти невозможно. И в этом трагедия Украины. Да, друзья, мы подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Какая война Трампу выгоднее? 8% на Ближнем Востоке, 11% в Украине, 24% ни одна, ни другая, и 57% все-таки считают, что обе выгодны, но каждая по-своему, как бы по-разному. Ну, вот так думают люди. М? Люди так думают. Выгодна и та, и другая война. Все в выгоде меряется. То, что вы говорили, в денежных знаках. Ну, что, ну, так люди думают, так они понимают. Я же спорить не буду. То, что мне было сказать, я сказал. Но когда я говорю, я совершенно не... У меня нет цели переубедить кого-то. У меня только одна цель. Вы меня спрашиваете, я скажу, что я об этом думаю. А что из этого и как вы будете использовать, я не знаю. Абсолютно. Моя Перейдем, обязанность сказать правду и то, что как я думаю, и что я думаю. Вот и все. А Перейдем к результат – это вопросам, люди. да. Перейдем к вопросам зрителей, их очень много, поэтому режим Блиц по возможности. Давайте пообщаемся и с вами, друзья. Спасибо, что оставляете свои вопросы. Поехали, из сообщества начнем. Вопрос товарищу Кедьми. Как разведчику Путин часто упоминал в разговорах с прессой, что он служил в КГБ. А как так получается, что КГБист оказался в окружении и в заложниках своего окружения, которые явно работают на свой карман и, соответственно, против интересов России? Отсюда и застой на линии соприкосновения, дальнобойные удары по тылам и пресловутые красно-коричневые линии. Я скажу так, то, что человек служил в разведслужбе или в спецслужбах, это определенным образом формирует его характер, его нравственные качества, его волевые качества, способность к независимому, к реактивному мышлению. Это да. Но я вам дам такой пример из своей страны. Ни один выходец из разведслужб и ни один генерал не оказался успешным в политике и управлении государством. Ни один. Какими успешными генералами они не были. Какими интеллектуально развитыми они были. Это управление государством – это другая система. Если да, чтобы управлять государством, необходимое условие – это честность и думать государственными интересами, но нужны дополнительные усилия. Одна из проблем спецслужб какая?
и армии. Организация – иерархия. Ты отбираешь лучших. Ты берешь того, кого нужно. А в политике ты берешь того, кто тебе нужен для того, чтобы вставать на плаву. Ну и Ты должен подхалим, работать с и людьми, подхалимов которым всяких, иначе да. ты бы руки не подал. А военные так не умеют. А выстраивать систему? Как выстраивать систему? Военный не умеет. Он получил ее. Он в ней с самого начала. От лейтенанта и до фельдмаршала. Он в системе, которую ему построили. Он ее не выстраивал. Он в нее строился. Очень мало военных, которые обладают даром, возможностью и силой выстроить все заново. Нет. То же самое спецслужбы. Военная дисциплина. Может ее менять больше, чем в армии, да. Но если он не Бакатин, который должен ее разрушить, и который ее пытался разрушить, это не говорит о том, что люди, выходцы из спецслужбы, обладают способностью управлять государством. Само нахождение в спецслужбах, да, оно положительное. Но оно явно недостаточно. Так, следующий вопрос. И потом Ага. разбираться в людях. Вот кто лучше всего разбирался в людях в Советском Союзе? Сталин. Сталин, когда он брал мальчишку 30 лет, а тот превращался в министра военной промышленности. Успешнейшим. Это да. Относительно. Но таким даром мало кто обладает. Это от Бога. Этому нельзя научиться. Так, следующий вопрос. Вопросов много, Яков Иосифович, давайте динамичнее, пожалуйста. Ну, чтобы большее количество людей удовлетворить, они совершенно разные, эти вопросы. Петр спрашивает, как так получается, что Россия ставит своего человека править в США, в какой-то Армении не может? И как России признавать выборы в Ереване, если все мировые СМИ несут? На выборах в Армении армяне победили Россию. Ну, во-первых, Россия не поставила своего человека во главе Соединенных Штатов. Путин вообще Камалу Харрис хотел. Вот. Не, ну, когда я смотрю на другое государство, на противника, то чем более убогий руководитель, тем мне лучше. Чем он более успешный, тем проблематичней. Второе, Армения не победила Россию, не победила Россию. Нынешняя власть победила армянский народ, армянскую церковь, армянское будущее. Уже не первый раз в своей жизни. Это было в 2018 году. Они тоже поверили обещаниям. Закончили только тем, что только Ленин спас их от уничтожения армянского государства и отстоял из-за своих особых отношений с Мустафой Камалом, который при помощи Ленина остался у власти. И отстоял от Армении то, что было. А ведь до этого то, что те соглашения, которые они выбросили, Эрзерун должен был быть в Армении. Аджария, не Аджария, а Батуми должна была быть в Армении. Арарат должен был быть в Армении. Но они сказали, нам французы, англичане обещали больше. Потом, когда все смылись, у них никого не осталось. Они повторяют, они опять делают то же самое. Но это армянский народ. Это их будущее. Они имеют право и угробить свое будущее. Так, клуб зрителей. Светлана спрашивает. Добрый день, спасибо Якову Иосифовичу за эфир. Вопрос следующий. В свое время советская элита добровольно пошла на демонтаж системы СССР из-за стремления части партийной номенклатуры конвертировать
свою власть в частную собственность. Не кажется ли вам, что и сейчас в связи с нечистоплотностью многих представителей российских элит систему российской власти медленно раскачивают и подводят к такому же демонтажу, только уже с целью не конвертировать, а сохранить свою частную собственность на Западе, в Европе? И вопрос, который следует из первого вопроса: как вы считаете, Путин — это одинокая политическая историческая фигура, либо за ним есть какие-то определенные силы? И если все-таки есть, то какие? Кто они? Начну с конца. За Путиным нет никаких сил, кроме его самого. Второе, есть огромная разница. Советский Союз было идеологическое государство под руководством Компартии с определенными политическими идеями. Как только коммунистическая идея была дискредитирована и коммунистическое руководство разложилось, вернувшись к своей мелкобуржуазной сути, государство перестало существовать. Россия – это мелкобуржуазное государство сегодня. С той или иной формой национальной идеи. У нее нет идеологии, которую можно развратить. Во главе ее стоят люди, которые понимают так или иначе, что такое хорошо для России. Проблема, что они не меньше этого, а иногда больше смотрят, а что хорошо для них. Когда я вижу дворцы, которые выстраивают российские чиновники, их несметные богатства. Не тех, которых разоблачили за взятки, а тех, которые служат. Я говорю, это мне что-то напоминает. Россия – государство сегодня без идеологии. Поэтому то, что может быть, это усиление тех или иных мелкобуржуазных тенденций и настроений в обществе, а других там нет. В отличие от Китая, например. Ну, что будет с Россией, как, я не знаю. Но это сегодня не Советский Союз ни в какой мере. Так, следующий вопрос. А, Добрый день. Впервые за всю войну появилось ощущение, что в ВСУ острая нехватка живой силы, и она держится в основном за счет дронов. ЕС тоже будто бы на подсосе. Войска России медленно, но верно двигаются. Пахнет обвалом ВСУ, захватом российскими войсками оставшихся территорий Восточной Украины, где можно добывать газ. Вот европейцы, Зеленский, засуетились, и все их последние заявления очень с этим вяжутся. Не находите ли вы в этом связь? Алар спрашивает. Нет никакой связи, во-первых. Во-вторых, мы уже говорили, обсуждали. С такими потерями Украина может воевать еще 5 лет. Да, медленно. Беспилотники – это временное то или иное усиление, я уже говорил не раз и два. Беспилотники – это пулеметы Первой мировой войны, которые остановили волны конницы, но которые не решили проблему в маневренной войне. И проблема беспилотников будет очень быстро решена. Я помню, вот сейчас многие говорят о дронах на оптоволокне. Я помню противотанковые ракеты на оптоволокне. Какой от них был шок сначала и чем это закончилось. Это основная проблема того, кто пользуется этим беспилотником. А кто им управляет? Это живой человек, где он сидит? Найди его, и нет беспилотника. Убей его, и это не только один беспилотник. Это следующие сотни беспилотников некому управлять. А у него есть конец. Как технологически обнаружить этот конец? Нет. То же самое, как у нас было с противотанковыми ракетами. Я их помню. Малютка, Сагар. Они у меня метр перед лицом пролетали. Справились, не проблема.
То есть проблема, но есть техника, решается. Нашли, как справляться. То же самое сейчас. С беспилотниками справиться. Мгм. Значит, Валентина. Здравствуйте, Александр, Яков. Яков, объясните мне, пожалуйста, почему удары России сосредоточены на дорогих сердцу россиян Киеве, Днепре, Харькове, где проживают кровные братья и сестры россиян? Почему, можно сказать, нетронутый остается Запад, жители которые неприязненно относились как к россиянам, так и к украинцам Востока и Юго-Востока? Считали Украиной только территорию до Житомирщины. Ведь именно с запада растут ноги этой войны, оттуда пошла героизация Бандеры, расцвел сепаратизм. Там нет оружейных складов, мест сбора или дронов, что ли? Разве там нет привлекательных для орешника объектов? Может, это договорняк? Тогда кто и с кем договорился? Ну, во-первых, били по Западной Украине, тестировали орешник, это как бы такой момент. Ну, вот многие задаются этим вопросом. Страдают-то как раз-таки русскоязычные регионы больше всего. Они оказались малоспособными, чтобы защитить себя. Украине, Украиной овладела галицианская шпана. А весь украинский народ дал галицианцам овладеть Украиной и предписать им, что такое настоящие украинцы. Ведь как относились к людям за Житомирщиной, за Винницкой области, когда слышали их украинский? Они по говору знали, кто это и как они к ним относились. Как относились к украинцам с Востока во Львове, в Ровно. Но оказалось, что те смогли овладеть всей Украиной. И Харьковом, и Днепропетровском, и Одессой. Ну, претензии к самим себе. Мое, так сказать, шествие по интернету началось в 2014 году, когда я сказал, что жители тех областей Украины там что-то начали собираться, я сказал, они ничего не добьются. То, что они делают, они своими руками роют себе яму. Ведь кто сдал Днепропетровск? Кто сдал Харьков? Олигархи. Олигархи. Кирнос, этот преступник, который был в Харькова, и продал его. Жидобандеровец, который сидит сейчас в украинской тюрьме, который сменил кого? Лазаренко. Лазаренко был главным бандитом Днепропетровска, а потом этот заменил его. Но сами ни харьковчане, ни днепропетровцы. Как они смотрели в Харькове, когда приехали западенские и начали там устраивать свои порядки. Как они им морду били. А потом легли под них. Так что сегодняшняя Украина – это не Украина. Это не естественная Украина. Это искусственная, переформированная, переформатированная под галицианскому шпану территория Украины и народы Украины. Русские, украинцы, не играют, не важно кто. Это факт. Ну а что я могу сделать? Я могу только об этом сожалеть. Потому что я знаю нормальную Украину. Я еще помню ее. Здоровую, нормальную Украину. Да, была когда-то здоровая и нормальная Украина, но тем не менее, видите, так вот и получилось. Так, перейдем в чат трансляции. Вопрос такой. Сепаратизм из чего появился на Украине? Майдан – это главная причина. Майдан расколол Украину на восток и запад. Все, что было потом, это получается следствие Майдана? Проблема Украины началась с Хрущева, когда он выпустил бандеровцев из лагерей.
когда он выпустил из лагерей всех пособников нацистов из прибалтийских республик. А дальше посмотрите, кто выбирал, кто пробирался в руководство на Украине. Сколько из них бывших бандеровцев? А кто из президентов Украины носил в схроны еду? Ну, это проблема. То есть проблема сегодняшней Украины началась с Хрущева. А дальше это было развитие, больше или меньше, так или иначе. Но начался процесс, который по-другому закончиться не мог бы. Когда власть возвращается, да, а вот эти бывшие бандеровцы и ауновцы, они были идеологически более сильные. И поэтому они и победили. А против них стояла аморфная масса. Ведь сколько было в национал-социалистической партии Германии, когда Гитлер к ней присоединился? А на предпоследних выборах перед выборами 1932 года какое поражение было у Гитлера? Он почти сошел с политической арены. А как потом это меньшинство овладело талантливейшим, самым развитым, самым культурным народом Европы? В Украине то все. Агрессивное, беспринципное, циничное меньшинство овладело страной при несопротивлении основного населения. Бывает. Наталья спрашивает в чате, как вы относитесь к призыву ортодоксальных евреев в армию и устраиваемым ими протестам? Как к протестам и к призыву, к этой теме? Как вы относитесь в Израиле? Как я могу относиться, поскольку все мои дети служили в армии, и дочка тоже. И мои два внука, один уже служил, второй служит, остальные еще маленькие. Я считаю, что все граждане Израиля должны служить в армии. И религиозные, и арабы. Я не вижу никакой причины, чтобы этого не было. М, Так, так Ольга спрашивает, так а к чему приводит идеология любой страны? К нацизму, войне, краху? А России оно надо? Государство может существовать без национальной идеи, если это моногосударство. Государство одного народа. Вот Польша, в которой 99,9% поляков, оно существует, потому что без национальной идеи. Оно может развивать те или иные. А многонациональное государство, как Соединенные Штаты, как Канада, как Россия. А что объединяет эти народы, эти религии, эти места? Без национальной идеи это долго не продержится. Что жителю Владивостока, что объединяет его с жителем Воронежа? Почему? Что объединяет мусульманина России и буддийского российского гражданина? Или христианского? Или православного? Что его объединяет? Почему башкиры? Что их объединяет с Россией? Только историческое сложение обстоятельств? Нет. Поэтому государству нужна национальная идея. Без этой идеи, когда она рухнула Российская империя в 17 году, когда закончилась другая национальная идея,
которая была и лежала в основе Советского Союза, коммунистическая, она развратилась, прогнила, и ничего не осталось. Поэтому есть страны, которые без национальной идеи жить не могут. В моей стране не нужна национальная идея. За 3,5, за 3000 лет мы сформировались, и у нас все нормально. Но другим странам это необходимо, особенно многонациональным и многоконфессиональным. Как вы думаете, Яков, Зеленский боится националистов? Он боится всех, кто угрожает ему. Если говорить об украинских националистах, о бандеровцах, еще как он их боится. Потому что они люди интеллигентные, культурные и очень вежливые. И чуть что, они ему оторвут все, что у него есть, не моргнув глазом. И припомнят его происхождение. Не чисто украинское. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Яков Иосифович, благодарю за время и мысли. Хорошо? Берегите себя, добра и света. Увидимся. Я берегу. Ну, я говорю, только сегодня просыпался 4 раза за ночь, потом пошел спать. Утром выспался. Ну, видите как. Вроде как такие далекие друг от друга стороны, а проблемы все те же. Ну, да. Поэтому будем надеяться, что все-таки какая-то развязка она и случится. Хотя, конечно, конца и краю не видно. Это точно. Ну, что делать? Всего